есть все в комплекте. Карбюратор Кейхен оригинал. Смотрите на размер этого лепесткового клапана. Это максимальный уровень тюнинга. Всем привет! У меня сегодня много хороших новостей. Начнем с того, что я наконец убрался в гараже. Теперь тут все чисто и наведен порядок. Вторая хорошая новость. Стенд полностью высох и его можно собирать. И запчасти остальные от него тоже все высохло, все можно собирать. И самая лучшая новость — это то, что мне приехала большая коробка с запчастями. Я только туда заглянул, еще не распаковывал. Сейчас займемся этим вместе с вами. Пружина 1, пружина 2, 3. Это для Веспы и для бигблока. Ремень Малоси 1, ремень Малоси 2. И еще один воздушный фильтр. Вариатор. На вариаторе позже остановимся. Итак, прокладки, проставки для того, чтобы устанавливать коленвал с удлиненным ходом. И еще одна. Они все разной толщины. 1,5, 1 и 1,5. Колокол сцепления по линии. Мелочевка, на ней остановимся потом. Так, еще одна пружина. Подшипники и сальники Stage 6. Коммутатор Малоси для бигблока. Кстати, на нем отлично работает бигблок. Задние амортизаторы для Веспы, потому что мои уже мертвые, надо поменять. Невозможно ездить, постоянно пробивает задницу. Так, в комплекте пенка, ключ и инструкция. Амортизаторы ставлю дешевые пока что, потому что потом буду их менять при реставрации. В принципе, это фирма USS, тайская фирма. Более-менее они ездят и работают. У меня спереди такой стоит. Все отлично, вот так он выглядит. То есть все в комплекте. Сайлентблок здесь есть. Здесь свои сайлентблоки в комплекте. Отлично. Упаковано прям отлично. Шкала, чтобы выставлять момент зажигания. Вот так оно выглядит. Так, это крышка редуктора, на ней тоже потом остановимся отдельно. Это полный набор подшипников и сальников для редуктора. Соответственно, мотора у меня 2 и комплекта я взял 2. РМС. Сектор кикстартера. Комплект, то есть резиночка, выполнен достаточно неплохо. Не могу сказать, какая сталь здесь используется, но вроде все выполнено качественно. Позже попробуем его поставить. Эта мелочевка, на ней тоже остановимся позже на столе. И еще вот это очень интересная вещь. Малоси. Комплект сцепления и колокол. Здесь все понятно, все как обычно. С этим мы уже знакомы. Еще набор подшипники и сальники для коленвала.
Вот это интересная вещь. Это имитаторы подшипников, чтобы не запрессовывать подшипники настоящие. Во время сборки вставляются имитаторы, вставляется коленвал и крутишь двигатель, выставляешь сквиш. Если надо, выставляешь высоту прокладками и так далее. Еще набор подшипники-сальники. Вот эта интересная вещь хочу попробовать. Это переходная втулка с редуктора и крышки вариатора без опорного подшипника на опорный подшипник. Посмотрим, как это будет выглядеть, попробуем. У меня есть обе крышки, оба редуктора. Интересно, получится или нет. Полиуретановые сайлентблоки для амортизаторов Веспы. Очень жесткий. Часовой индикатор для выставления верхней мертвой точки и момента зажигания. Как-то предзажигание вылетело из головы. И съемник роторного зажигания. Это... О, да. Карбюратор Кейхен Оригинал 35. У меня до этого стоял 28-й, а этот, конечно, выглядит намного существеннее, намного больше дудка. Жиклеры по линии, разные сеты для карбюратора этого. Должны быть еще один позже. И Stage 6. В комплекте наклейка, проставки под цилиндр и под головку. Толщина 1,5 мм под головку, 1 мм под цилиндр. Тяжеленький. Вот он, коленвал с удлиненным ходом для бигблока. Возвращаем на место. Сейчас переместимся на стол и посмотрим мелочевку и остальное, что я еще не показал. Перемещаемся на стол и продолжаем. Давайте начнем с мелочевки. Еще одна прокладка под цилиндр, 2 мм. Дальше ключик для регулировки жиклеров, ну, для регулировки карбюратора. То есть отвертка PH2, отвертка SL, отвертка SL побольше и ключик для выкручивания жиклеров. Все в одном, очень удобно. Термостат для Веспы и для бигблока. Он одинаковый. Хотя, может, я ошибаюсь. Нет, это для бигблока термостат, для Веспы другой. Еще один. Регулировочная шайба для вариатора. Нет, не для вариатора, это для гайки сцепления на крышке вариатора. Вот это для сама гайка сцепления. Это шайба под гайку на крышке вариатора. Вот. Еще одна прокладка толщиной 1 мм. Так, еще шайба, и еще шайба, и еще шайба. Много шайб. Еще одна прокладка толщиной 2 мм. Шайбы. Короче, в общем, это все регулировочные шайбы. Это запасная часть для карбюратора, чтобы вставлялся. Вот сюда вставляется тросик, и она вкручивается в дроссельную заслонку. Гайки сцепления еще. Храповый механизм, который со стороны вариатора. Еще шайба. Еще шайбы. Храповый механизм в крышке вариатора для бигблока,
и Made in Taiwan. Бендикс для бигблока. Второй пакет большой с мелочевкой. Давайте сперва второй маленький пакет. Топливные фильтры. Вот они. Это детали в крышку вариатора, резинки демпферные под механизм, для механизма кикстартера. Это все тоже для двигателя. Пробка в крышку вариатора, это демпфер подножки, а это вот так вот выглядит сайлентблок в бигблоке на Тайфуне. При сборке я покажу и урин. Так, гайки коленвала, гайки со стороны генератора и втулки в вариатор для механизма кикстартера. Стопорные кольца для подшипников крышки редуктора. Еще одна втулка, не помню куда, потом посмотрю. И пружина подножки. Стопорные кольца, регулировочные кольца и иголка карбюратора. Много о-рингов для сцепления, для торк-драйвера. Вот там торк-драйвер идет, на него одевается такой колпачок и снизу и сверху две резинки. Вот это они, потому что они частенько рвутся или разбухают. Соответственно, я взял их запасом. Так, убираем обратно и переходим к третьему пакету. Мерная бутылочка Stage 6 для масла. Сальники торк-драйвера, уже внутренние, соответственно, когда он ездит по ответной части, по шкиву. Вот это его сальники. Раз комплект, и я вижу второй комплект этих сальников. Сальники Молоси. Провод, не провод, а шины для массы двигателя с рамой. Вот сальники, третий комплект. И еще одно стопорное кольцо для крышки редуктора. Сайлентблок. Сайлентблок для амортизатора бигблока 180. Шпонка. Пружинки сцепления на оси. Ролики. Ролики. И это ролики. Еще один сайлентблок. Датчик температуры для бигблока. В отличие от Веспы, у бигблока он всего на один контакт, у Веспы на 4. Потому что у Веспы он же выполняет функцию включения вентилятора. Датчика температуры 2. Еще ролики. Еще ролики. Сайлентблок. Ошибся. Вот это сайлентблоки бигблока нижние, а вот это сайлентблоки амортизатора. Шпилька цилиндра. Еще шпонка. И еще много шпонок. Тут разного размера. Это и для Веспы, и для бигблока. Направляющая. Вот такой сайлентблок устанавливается на раму, точнее на раму, там такая отдельная косынка, в нее запрессовывается сайлентблок и идет от траверса дополнительный рычаг на этот сайлентблок, чтобы было меньше вибраций на Веспе. Это комплекты, полные комплекты подшипников для рулевой колонки Веспы. Даже гайка в комплекте. Соответственно, таких комплектов 3. Идем дальше. Регулировочная шайба, еще направляющие. Две таких штуки ставятся на сцепление под гайку для дополнительного охлаждения. Еще регулировочная шайба и втулка. Лапка кикстартера. Датчик температуры, еще направляющие, еще ролики, так, еще сайлентблок, еще одна шина,
И здесь вот осталась шпонка, направляющая шпонка. В общем, много мелочевки. Сейчас я уберу на место и перейдем к самому интересному. Вот столько у меня роликов. И это помимо тех, что у меня уже есть. Я взял совершенно разные веса. Точнее, не совершенно разные, а все веса. Вот 10, 11,8, 12,5, 14,7, 8,5, 9... 15, и у меня еще дополнительно есть разные веса, чтобы сделать максимально грамотную и точную настройку вариатора. Теперь переходим к тюнингу уровня High-End. Malossi и Stage 6 по сравнению с этим какие-то стоковые детали, потому что это детали компании HT Motoren. Небольшая нидерландская компания, которая делает, специализируется на тюнинге максимального уровня. Собственно, вот это впускной трап и коллекторы разного размера, только я не понимаю, почему вот это здесь стоит. Туда она не налезет. Посмотрите на размер 36 миллиметров. Упаковка, конечно, не такая красивая, как у Malossi, но это и не надо. Здесь суть в другом. Смотрите на размер этого лепесткового клапана и на размер впуска. Вот так это все ставится и собирается. Я сейчас принесу Malossi для сравнения, и вы поймете, в чем разница. Вот впуски от Malossi — это все, что есть на сайте, то есть это максимальный уровень тюнинга, который доступен к Malossi. То есть вот такого формата. Кстати, я сразу не понял, зачем этот патрубок. Это патрубок, который имеет такой же формат, как вот этот Malossi. Все, вот это впуск такого формата, как Malossi, вот этот. Ну, давайте сравним размеры. Идем дальше. Вот это. Ну, что тут говорить. Я даже не знаю, там оно сужается, у меня туда не подлазит, в том циркуль. В общем, ладно, не будем мерить, просто я покажу. Вот, кстати, про качество Malossi. Проехал я на этом впуске хорошо, если 300 километров. Вот, он рэпнул. Это Malossi. Это Malossi. И сравниваем теперь с вот этим. Я не знаю, что тут говорить. Он туда целиком влазит полностью. Этот и этот туда влезет, если захотеть. Вот, пожалуйста. Вот дальше. Впуски понятно. Лепестковые клапаны. Вот Malossi. Это максимальный тюнинг, который есть на сайте Malossi. И это сток. И теперь сравниваем с этим. Карбюраторы. Это Delorto VHST28. Карбюратор сам по себе отлично, легко настраивается, очень хорошо работает. Прям замечательно, но маловат. Теперь сравним вот с этим. Вот, он вылазит туда. Соберу впуск, чтобы не потерять. Ну, не было компактнее, поместилось в одну коробку. И ничего, ладно, у меня ничего не потеряется, просто чтобы было компактнее. Вот так это будет выглядеть на двигателе. Конечно, бандурина, мое почтение.
Надо еще, конечно, будет умудриться настроить карбюратор в таком положении. Не очень удачное положение для карбюратора, конечно, ему лучше, если он был бы вот так. Ну, возможно, вот этот впускной тракт как раз и имеет больше угол, да. Хорошо, это мы поэкспериментируем, когда будет стоять двигатель. Так, следующий вариатор, также от компании HT Motorren, от которой был и пуск. Вот так он выглядит. В комплекте проставка и регулировочная шайба. Задняя ответная часть Молоси у нас, как мы видим. А вот эта часть полностью своя. Очень легкая, интересно, вот тут видны отверстия с резьбой и проточка. Вероятнее всего, это оправка после фрезеровки, чтобы точить на токарнике угол. Очень легкий, очень интересный, немного окисленный, но это не будет мешать работе. Потом сравним его с вариатором Молоси, но я думаю, разница будет колоссальная. Очень плотная втулка, люфт вообще минимальный. Хорошо сделан вариатор, полностью фрезерованный и потом проточен на токарнике. Переходим дальше. Крышка редуктора в комплекте с подшипниками и сальником. Полностью фрезерованная из алюминия, усиленная. Она намного больше весит, чем сток. Уже вот такая голографическая толстая наклейка. Так, дальше. То, что ставят себе немногие, это максимальный уровень тюнинга. Маленькая компания европейская, которая занимается исключительно зажиганиями. Вот так поставляется, завернуто в газетку на английском языке про велоспорт. Блок зажигания, 2 управляющих провода, позже расскажу зачем. Планшайба, переходник. Вот компания называется Rubius Ignitions. И, собственно, зажигание селектора. Вот так оно выглядит. И вот так выглядит ротор, вот так выглядит статор. Уже селектор, провод массы и провода на катушку зажигания. Вот это управляющие провода, потому что это селектор с возможностью выбора режимов работы. Есть 2 режима, условно назовем их просто спорт и рейсинг, который меняет угол опережения зажигания, который в нее запрограммирован. Я потом покажу это на компе, покажу таблицу и покажу, как это работает. Дозаписываю видео, как и обещал, уже из дома, по поводу углов опережения зажигания на моей селектре. То есть вот у меня открыт мануал, я приложу скриншот, поставите на паузу, посмотрите. Кто не понимает на английском, я сделал перевод по поводу выбора карты зажигания. Кому надо, поставьте на паузу, посмотрите. Вот давайте вернемся к таблице. Смотрите, вот есть таблица, я приложу ее скрины. Здесь показывается 2 варианта углов опережения зажигания и как они работают. То есть они работают в дигитальном уровне, а не в статичном. То есть в зависимости от оборотов, от обороты, от градуса. У нас меняется градус. В этом случае опережение зажигания 34 градуса, потом оно постепенно понижается. И вот второй, более агрессивный вариант с углом опережения зажигания 38 градусов в максимальном пике, и потом оно снижается. И вот их сравнение. Я приложу скрины этого, чтобы вам было видно. Поставите на паузу, посмотрите. То есть зажигание предусматривает то, что можно прямо во время движения переключать, поставить кнопку, нажимать ее, и будут переключаться режимы из обычного в агрессивный. Посмотрим, как это будет на практике работать. Я с таким еще не сталкивался, это для меня будет первый опыт работы с роторным зажиганием. И тем более с дигитальным, а не с аналоговым. Цилиндра у меня пока что нет, но я приобрету скоро 2 цилиндра, еще один коленвал
И приступим к сборке двух двигателей. Выхлоп у меня соло, один кастомный под Веспу, второй под раннер. Но перед этим займемся сборкой стола, стенда, чтобы на нем уже собирать двигатель. Это намного удобнее, чем делать на столе, на подъемнике. Двигатель будет висеть неподвижно, и все манипуляции удобно проводить. Единственное, что на столе надо будет поставить сразу коленвал. Ставить его будем вначале на имитаторы подшипников. У меня есть два цилиндра. Один с глубокой риской, но в целом он может еще заработать. Второй PM тюнинг с прихватом, но у меня есть новый поршень. Я попробую поставить новый поршень на прихваченный цилиндр и запустить на нем. Но позже будет цилиндр high-end уровня. То есть PM тюнинг можно считать таким рейсингом. Второй цилиндр у меня сток. Молоси, цилиндры, не знаю, заказывать не хочу, не горю желанием. Также обязательно не забудьте поставить лайк и прямо сейчас подписаться на канал. Это очень важно, очень способствует тому, чтобы я мог развиваться, делать новые видео, заказывать крутой тюнинг и показывать его вам. Скоро будем собирать двигатель уже с тюнингом, запускать его, тестировать на стенде и кататься, замерять максималку, замерять разгон, замерять квотер. Все, всем пока.